Всем привет! Вы на моем канале, меня зовут Наташа, спасибо, что заглянули ко мне. Вчера я ходила в магазин и хотела купить себе маску, но, конечно же, масок там я не обнаружила, их просто нет. Поэтому я сшила сама себе такую маску и хочу поделиться с вами этим простым и быстрым способом. Такая маска, она многоразовая, ее можно использовать несколько раз, а лучше сшить сразу несколько таких масок и менять их в течение дня. Вот такая вот масочка. Пойдемте такую сошьем. Для такой маски нам потребуется отрез ткани. Я взяла 100% хлопок, это сатин, в длину 34 сантиметра, высота 20 сантиметров. Складываем отрез ткани пополам и от верха откладываем вниз 5 сантиметров и снизу вверх также 5 сантиметров. До этих отметок мы будем прокладывать строчку вот здесь и вот здесь. На припуске я оставляю 1 сантиметр. Теперь маску мы расправляем и получившийся шов разутюживаем. Затем берем эластичный шнур длиной 20 сантиметров. Я померила на себе и получилось 20 сантиметров длиной. Если у вас нет такого шнура, можно сшить хлопковые завязки, либо взять обычную резинку бельевую. Прикладываем этот шнур к уголкам, скалываем такими зажимчиками и будем прокладывать строчку с одного края, затем с другого. Вот здесь прокладываем строчку и здесь. Излишки шнура срезаем и выворачиваем маску на лицевую сторону. Хорошо расправляем уголки. И теперь нам нужно сделать отстрочку по верху маски и по низу. Вот здесь и также с другой стороны снизу. Я делаю отстрочку примерно на 0,3 от края. Вот так у нас должно получиться на этом этапе. Теперь краешки мы как бы подгибаем вовнутрь вот таким образом. Скалываем их иголочкой, либо зажимами, как удобно, с одной и со второй стороны. При этом немного верхняя ткань должна выступать за основную ткань маски. Вот так это выглядит. Ткань немножечко выступает за края. И теперь нужно вот здесь проложить строчку и с другого края. Прокладываю строчку на ширину лапки. Маска полностью готова. Сюда можно ставить фильтр. В качестве фильтра можно использовать Snap-on. Вот сюда он вставляется. И такой маски можно ходить в течение нескольких часов, потом менять фильтр. Маска такая шьется очень быстро, легко. Вот, спасибо вам за просмотр. Делитесь этим видео со своими друзьями, родственниками, чтобы они тоже увидели такой простой, легкий способ, как можно сшить такую маску. Не болейте, берегите себя, будьте здоровы.